Я сегодня в походном варианте, вернулся сейчас с набережной, акварель с собой беру, и огромное удовольствие. Небольшие этюды акварелью людей, природы, каких-то мотивов. Сегодня сел у дома Коровина, прям у подножья его, у фундамента, там, где лодочная станция. И он так был красиво освещен вечерними лучами уходящего солнца, что я понял, что конфигурация пятен световых и вот эта неуловимость в цвете и близость в тоне с небом здания совершенно удивительно. Мне захотелось вот именно это написать, как игру цвета. В конце ролика я покажу, что получилось. Это быстрая такая зарисовка. Что-то есть в быстрых работах. Я очень их люблю, потому что в них раскрывается какая-то моментальность, сиюминутность. Конечно, мы с вами все понимаем, о чем речь. Алекс Механик Арт. Кому нужна живопись в России, чтобы покинуть основную работу для совершенства в живописи? Гениальный вопрос. Спасибо большое, Алекс. Как вы думаете, Алекс, вот что было делать Коровину, когда кругом, я не знаю, нищета, революция? Репин ушел из академии, Фешин уехал из России в 25 году. Время всегда сложное. Всегда. И художнику в этом времени сложно. Тут вопрос, как мне представляется, вот в чем. Чтобы не изменить душе. Развитие души происходит тогда, когда мы не наступаем на горло песни, которая изнутри льется. Хочется заниматься чем-то, несмотря ни на что. И если мы переступаем это на горло, работа, дети, бизнес, все такое, это потом или вообще никогда, то с душой происходит трансформация, как мне представляется, в сторону того, что она просто не реализовывается. Взгляд потухает, энергия уменьшается. Начальник палаты скажет: а зачем вообще я тебе дал жизнь, если ты ради чего ты живешь? Вообще зачем я на тебя потратился? Я же тебе сказал, что ты живешь для счастья, чтобы быть счастливым, а ты чего? Ты понял, значит, всю жизнь зарабатывал деньги, что они не приносят счастья. Ты и так далее, что-то там делал, но это не увидел в этом счастья. Я хочу, чтобы ты разобрался с этим. Начальство говорит. Для чего ты вообще существуешь? Тут бок о бок совершенство в живописи идет с ростом осознанности, с ростом радости, что ли. В трудностях происходит кристаллизация твоего состояния. Как ты, когда все хорошо, то понятно. И деньги есть, и вообще и ситуация в нашей стране нормальная. Тогда вроде бы все понятно. А когда не очень, а когда совсем не очень, тогда что? Это как друг, он познается, когда плохо. Когда хорошо, все понятно. А когда плохо, он приходит на помощь или нет? Или сам выплывай. Друг, кстати, главный друг, если ты делаешь к нему один шаг, он к тебе делает 100 шагов. Вот какая штука. И если цель совершенствования живописи – это как совершенствование души, то будьте уверены, что тебе помогут. У меня сверху видно все, ты так и знай. Так что будемте жить, Алекс, в дольнем мире, но не забывая о горнем. НН. Спасибо, Вячеслав. Мне близко то, что вы говорите о спонтанности и выразительности минимальными средствами. Этого можно достичь на бумаге. Не получилось, выбрасываешь и берешь новый лист. А маслом на холсте стирание мастихином не работает, потому что это уже не чистый холст, а холст, на котором что-то уже нарисовано. В данном случае остатки прежних красок, и ты не можешь это не учитывать. Почему не можешь? Расскажите, пожалуйста, как вы решаете этот вопрос? Просто не учитываю. Ведь фактически каждые 5 минут ты пишешь на новом холсте. Матисс говорил, что каждый сеанс он начинает сначала. Ассистентка очищала холст до белизны разбавителем. Так не терялась легкость и прозрачность. Например, по мне, ваша работа лаконична, почти готова, не хватает всего пары мазков в правом нижнем углу,
то, что вы сделали, потом тоже очень хорошо. Но это уже другая работа. Так прекрасно. Работа – это процесс. Это не погоня за результатом. Исходя из этой формулировки, что чтобы показать процесс, в любой момент времени тебя останови и скажи: Никодим, пошли кофе пить. И ты пошел пить кофе, а тут уже собралась толпа, уже купили, уже закончено все. Ну, одна женщина, я писал работу, это было в Канзасе, в штате Канзас я проводил класс, был дождь, такой ангар, и я писал портрет одной модели, девушки, она с переводом помогала. Так вот, на половине пути ко мне подходит дама и говорит: я хочу купить эту работу. Понимаете, на полпути, еще не закончено. Я говорю: ну, мне тут еще, да-да-да, вы как считаете нужным, вы сделаете, но я уже ее хочу купить. Понимаете, в чем дело? Надо так умудриться вести каждую работу, чтобы наслаждаться ей все время. В начале, в середине, в конце. Да нет конца. Фактически ты просто работаешь. Можно на время работать, таймер поставил, через 10 минут, чик-чик-чик-чик-чик, раз, дзинь, и ты ушел. Тебя вытащили, связали вот так смирительную и не дают писать больше. Готово. Ты не гонишься за состоянием, которое меняется. Ты его не списываешь. Ты находишься в ощущениях. Это кардинально меняет живопись. Ты в ощущениях своих, ты их передаешь постоянно. Это как музыка, которая играется, джаз. Он все время играет, с конца ему нет. Джазисты могут играть до утра. Через 3 дня только могут закончить, когда им скажут: все уже, давайте пойдем кофе пить. Все уже разошлись, уже все спят. Так и ты. Ты можешь счищать, переписывать, писать, переписывать, потому что ты наслаждаешься процессом, ты наслаждаешься поиском новизны. Ты же знаешь свои работы, знаешь, что ты можешь. Ты знаешь, что из этого мотива ты можешь, извлекал уже. Да, он, конечно, другой, но ты уже что-то подобное делал, тебе нужно по-другому решить. Ты импровизируешь, ты джазист в этом смысле, импровизатор. Ты играешь мелодию, это понятно, но ты по-другому ее все время играешь. Каждый раз, каждый концерт – это новое исполнение для публики и для тебя. Ну и дальше что тут? Ну и чего тут обращать внимание тогда, что холст уже записан, он не белый? Ну не белый. Ну, съел уже кто-то. Ребенок, например, покушал сегодня там котлетку с салатиком, не доел. Ну, есть что-то на тарелке. Ну, я доем, ничего. Не чистая тарелка, мне нормально. Ну, купался уже сегодня в море. Вот я подошел к морю, в нем купался кто-то. И купается все время. Я тоже захожу. Ничего. Нормально. Нет никого. Надо, чтобы утром прийти, в 6 утра никого нет, тогда. Только тогда-то наслаждаюсь. Никого нет. Море и ты, никого. И вообще нигде никого, ты один. Тут одна семья соседей ездит с 3 детьми, они не ходят на море, а ездят в Краснокаменку, там прудик. На прудик. Представляете, у меня такая первая ассоциация. Значит, мы из Москвы, из Подмосковья, накупавшись в прудике, едем на море, а здесь здешние люди, которые живут в Гурзуфе, они едут на прудик. Потому что на море, видимо, много народу, а на прудике никого. Вот скажите мне, друзья, кто из вас не любит писать записывать старый холст? Вот есть такие, кроме НН. Видимо, для НН какая-то, может быть, проблема. Может, я что-то не понимаю. Но я обожал записывать старые работы, потому что проглядывает вот этот, там какой-то получается фактически случайность. Ты прокрываешь это, и нижний слой начинает взаимодействовать с верхним, с твоим новым рисунком, с твоей новой живописью, и дополняет, собирает работу. Именно поэтому я увлекся и делаю сейчас имприматуры. Все время замазываю холст оставшимися красками на палитре, я их мастихином прям замазываю. Разноцветные у меня холсты, они мне не то что не мешают, они мне очень помогают сразу же оказаться в среде живописи, когда я начинаю новую работу. Попробуйте сделать так, или старую работу запишите. Прям не обращая внимания, распустив взгляд,
глаз, как говорили эти самые передвижники. Распустив, это значит не в фокусе. Ты смотришь на новый сюжет, а пишешь на старом сюжете. Можно перевернуть, чтобы не мешало, если там какой-нибудь портрет. Записал его. Это удивительное дело. Или имприматуру специально сделать такое. Друзья, напомню, что я с 21 по 25 августа здесь, в Гурзуфе, проведу класс. Записывайтесь. Я проведу класс с 7 по 11 октября на Ольхоне, на озере Байкал. Запись уже идет. Группа в WhatsApp создана, так что включайтесь. Хотя бы раз в жизни там нужно побывать. Это, как говорят мои друзья, которые там писали. Да и по живописи просто я вижу, какая там красота. Давайте съездим. 48-й урок в моей онлайн-школе. Букет сирени. Разные по цвету бутоны сирени на нейтральном сером фоне. При кажущейся простоте задача очень интересная и довольно сложная, потому что нам нужно научиться сравнивать тонкие отношения, нюансные, по большим пятнам. Когда глаз настроится окончательно, тогда будет все легко. И основная моя задача – вести вас к легкости в живописи, к тому, чтобы вы испытывали наслаждение, не трудности, сомнения, а наслаждение. Это достижимо. 48-й урок «Букет сирени» не пропустите.